Игроки World of Tanks, особенно русскоязычного сообщества, очень хотели увидеть в этой передаче Т-34. И где, как ни в России, снимать серию об этом танке. Мы находимся в небольшом городе Падиково на западе от Москвы, и сегодня посмотрим на Т-34-85. Сейчас середина июня, безумно холодно, но моя русская съемочная команда говорит, что вообще-то погодка что надо, так что будем снимать. Т-34 был хорошим танком, но его орудие нуждалось в улучшении. 76-миллиметровая пушка стала устаревать, поэтому к августу 43-го года появились идеи об установке на танк 85-миллиметровой пушки. Да, ее можно было установить, но для этого пришлось расширить диаметр погона башни до 1600 мм. Это намного больше, чем 1420 мм на обычном Т-34. Главным преимуществом было то, что теперь можно было установить более широкую башню, в которой могло находиться 3 члена экипажа. Это исправило серьезный недостаток стандартного Т-34, в башне которого было довольно тесно, а 2 членам экипажа было тяжело справляться со всеми обязанностями. Мы рассмотрим Т-34 в привычном для вас режиме. Сначала посмотрим на переднюю часть танка, обойдем его вокруг, взглянем на двигатель, а затем заберемся внутрь. А может, даже и прокатимся на нем. Посмотрим. Бронирование передней части корпуса 45 мм под наклоном в 60 градусов, как в верхнем, так и в нижнем бронелистах. Это танк середины производства, судя по этой узкой балке в лобовой части корпуса. На ранних моделях она была шире, а на более поздних балка отсутствовала, потому что бронелисты стали соединять сваркой в стык. Справа и слева возле крыльев находятся бронированные крышки, закрывающие механизм натяжения гусениц. Существует заблуждение, что так как гусеницы Т-34 не поддерживаются роликами, то и натягивать их не надо. Это абсолютно неверно. Если не поддерживать нужное натяжение на такой гусенице, она просто слетит. Для регулировки натяжения нужно, во-первых, отсоединить фиксаторы, которые находятся внутри по углам корпуса танка. Затем берете ключ, вставляете его сюда и вращаете червячный привод, который сдвигает ленивец вперед или назад. После этого нужно зафиксировать ленивец и закрыть крышку. Вот и все. Еще в передней части машины расположены 2 буксировочных крюка, запасной трак и пулемет. Клаксон и фара находятся слева. Если вы хотите узнать больше о технических характеристиках танка, то за кадром находится Юрий Пашалок, который посвятил меня в некоторые тонкости Т-34-логии. Например, серийный номер танка — это код. Первая цифра, 4, означает год выпуска, то есть 1944. Следующие 2 цифры означают месяц. 12, значит декабрь. Наконец, цифра 117 означает, что это был 117-й танк, сошедший с конвейера в Нижнем Тагиле в декабре. Тут не говорится конкретно про Нижний Тагил, но по некоторым особенностям танка можно понять, что он был произведен именно там. Танки, построенные на разных заводах, всегда имеют свои характерные особенности. Поэтому Т-34, построенный на одном заводе, не обязательно будет точно таким же, как Т-34 с другого завода. Они просто должны соответствовать общей конструкции и техническим характеристикам. Дополнительные топливные баки объемом 90 литров установлены с обеих сторон корпуса. Позже появилась возможность устанавливать 4 таких бака. Они не являются частью топливной системы. Топливо из них просто перекачивалось во внутренние топливные баки. Чуть дальше расположена крышка масляного бака. Такая же находится с другой стороны корпуса. Как и все остальное на этом танке, она привинчена. Для обслуживания машины понадобятся инструменты. Нужно открутить болты, поднять крышку, затем открутить другие болты и потом уже заливать масло. А вот это послевоенная модификация. Не обращайте внимания на эту деталь. Идем дальше. Это поручни для танкового десанта. Здесь бойница для стрельбы из личного оружия. Клаксон, фара. И также стоит отметить сварку. Если сравнить сварку на этом танке и Т-34 начала войны, то очевидно, что здесь она намного лучше. Во время войны советские инженеры начали применять электродуговую сварку под флюсом. Это было намного эффективнее, быстрее и требовало меньше человека-часов. Сварные швы получались настолько прочными, что на испытаниях они оказывались даже прочнее, чем броня, сваренная этими швами. Это было серьезным улучшением.
Также тут на корпусе находится небольшой люк доступа к механизмам подвески. Еще один такой же позади башни. Но, как видите, башня находится сверху, и чтобы проводить обслуживание, приходилось ее демонтировать, что, конечно, не очень-то удобно. Крышка горловины топливного бака. Чтобы заправить танк топливом, снова придется откручивать болты. Т-34 не самый высокотехнологичный танк того времени. Ярким примером этому служит его ходовая часть. На большинстве других танков обычно устанавливаются какие-либо механизмы, чтобы гусеница не развалилась на ходу. Это может быть зажим или болт, а если траки соединены двумя пальцами, как на многих американских танках, то на них есть соединительные планки. Ну а здесь нет ничего, что могло бы помешать пальцу гусеницы выпасть из нее. Единственное, что не позволяет гусенице развалиться, вот эта полка. Если палец высунулся из трака слишком далеко, он ударяется об эту полку и возвращается на место. Довольно незамысловатый способ, но, учитывая, сколько времени танк примерно должен был жить в бою, это было не так уж и важно. Танк не предназначался для многолетней службы, он мог пережить 1 или 2, ну, может быть, 3 боя, и к тому времени либо гусеницы, либо сам танк выходили из строя, так что это не имело значения. Гусеницы состоят из 72 звеньев, отлитых из стали Гатфельда. Каждая гусеница состояла из 2 типов звеньев, по 36 звеньев каждого типа. Одни звенья с центральной направляющей, а в других есть отверстие, которое использовалось для установки зимних шпор. Например, в каждое 6-е звено устанавливалась зимняя шпора. Это улучшало сцепление на очень слабых грунтах или скользких поверхностях. Для движения на большинстве танков используется зубчатое ведущее колесо. На Т-34 и его модификациях, а также на БТ-7, который мы видели раньше, система другая. В ведущем колесе есть специальные ролики, которые сцепляются с центральной направляющей, благодаря чему гусеницы могут вращаться. При этом не создается никакого трения, что, конечно, хорошо. Это просто ролики, цепляющиеся за зубцы. Минусом же является то, что все тяговое усилие для каждого звена передается через одиночную металлическую деталь. На танках весом более 40 тонн эту систему применять было уже невозможно. Поэтому на более поздних машинах стали использовать обычное зубчатое ведущее колесо. Несколько слов об опорных катках. Диаметр 830 мм, по 5 пар катков с каждой стороны, установленных на подвеске Кристи. Конкретно эти катки были произведены на заводе в Нижнем Тагиле. Катки устанавливались разные, одни литые, другие со спицами. И по набору катков можно определить, на каком заводе был построен этот танк. По словам Юрия, это одна из особенностей, позволяющих сказать: «Ага, танк из Нижнего Тагила». Посмотрим на заднюю часть корпуса. Бронелист толщиной 45 мм расположен под хорошим наклоном. Сразу начинаешь думать о некой нерациональности, то есть разумно ли используется масса танка. Ведь корма бронирована так же хорошо, как и лоб. С другой стороны, если по танку стреляют сзади, лучше пусть он будет защищен и там. Чтобы открыть большой люк доступа к моторно-трансмиссионному отделению, нужно открутить болты здесь. Под люком находится стартер, трансмиссия и фрикционы механизма поворота. Выхлопные трубы с каждой стороны. Бронеплита держится на плитах, можно открутить болты и целиком сдвинуть ее. Кормовые топливные баки объемом 67,5 литров. Обычно 3 из 4 дополнительных баков были заполнены топливом, а 4-й маслом. Снизу, как обычно, находятся буксировочные крюки. Здесь небольшие трубки для дымовых генераторов. Маленькая красная лампочка сверху, которую не просто разглядеть, это походный стоп-сигнал. На правом борту этой машины установлен 3-й топливный бак объемом 90 литров. Объем внутренних баков составлял 680 литров. С учетом внешних баков, танк, оснащенный дизельным двигателем, мог проехать около 300 километров. Это делало его довольно подвижным. Под башней находится еще один люк доступа к механизмам ходовой части. Также, как мне сказали, этот плоский треугольник на борту башни является характерной особенностью Т-34-85, построенных в Нижнем Тагиле. На большинстве Т-34-85 его не было. Повернув башню, можно открыть люк в задней части корпуса. Для этого, как и для остальных люков на этом танке, нам понадобится инструмент. Открывается люк очень просто. Просто поднимаете и откидываете его.
Под ним находится двигатель V2-34. Это дизельный 12-цилиндровый двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Отсюда можно обслуживать только систему охлаждения. Крышка горловины находится по центру. Под решетками с каждой стороны двигателя находятся радиаторы. Объем системы охлаждения составляет 75 литров. Больше отсюда ничего не рассмотреть, поэтому давайте закроем этот люк и посмотрим на трансмиссионное отделение. Люк трансмиссионного отделения можно довольно быстро открыть, достав два штыря вот здесь. Их уже наполовину достали. Вот так. А теперь откроем этот люк. Ну, давай же. А нужно просто не стоять на нем. Ну вот, так-то лучше. Под ним находятся решетки системы охлаждения, которые крепятся на шарнирах. Их можно закрыть, чтобы обеспечить лучшую защиту от взрывов или воздушной атаки. Ниже находится большой маховик, который передает мощность на трансмиссию. В самом низу находятся механизмы управления фрикционами и тормозами, по одному с каждой стороны. Здесь также есть два мультициклонных воздушных фильтра. Менять воздушные фильтры приходилось каждые 25 часов работы машины. Сначала нужно было снять бронированную решетку. Тогда можно было добраться до воздушных фильтров. В принципе, не так уж и сложно, ведь нужно открутить всего несколько болтов с каждой стороны, но все же это доставляет определенные неудобства, и заниматься этим постоянно вам не захочется. Обслуживать трансмиссионное отделение нужно довольно часто. Каждые 10 часов работы необходимо проверять состояние фрикционов. А если двигатель проработал 25 часов, нужно почистить воздушные фильтры. Если танк выдерживал 50 часов работы или проезжал около 1000 километров, то все становилось еще проблематичней. Нужно было разобрать подвеску, чтобы добраться до всех механизмов. Но если вам повезет, танк не проживет так долго. Не нужно с ним возиться, просто пойдите и возьмите другой. Кстати, существует куча способов свалиться с этого танка. Не так много, конечно, как с Матильды, но более чем достаточно. На сегодня все. В следующей части мы посмотрим на башню и заберемся внутрь танка. И не забудьте посмотреть обзор самолета P-38J, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких танках мы побывали.